Окей, вот такая вот у меня лапша получилась. Это мой ужин. Еще будет онигири. И пью вот это вот шоколадное молоко. Всем приятного аппетита и хорошего вечера. Раз, два, три. Это правда. Привет, ребят! Добро пожаловать на мой канал. Ну что ж, это такой мини-влог-разговорное видео. Погнали! Не будем медлить. Почти 3 года назад я снимала вот это видео, где рассказывала про свою одинокую жизнь и про переезд от родителей, про мою сепарацию. Ну что ж, прошло много времени, я много поняла, много изучила, и сегодня готова поделиться этим с вами. Я не буду давать каких-то советов, просто расскажу свою ситуацию и то, как я это вижу. Возможно, ты хотел переехать или боялся того, что будешь одинок, или боялся переезда, то тогда это видео для тебя может быть знак, что не стоит бояться, а пора действовать. Погнали! Я переехала в неосознанном возрасте или в неосознанной обстановке, не знаю, как кому будет удобнее, окей. Я переехала в 16 лет из-за того, что мне нужно было учиться. По моему месту жительства я никак не могла там учиться, потому что у меня не было никаких учебных заведений. И из-за того, что я переехала в другой город от родителей, у меня тут появились другие проблемы. Это новое место, новые люди, новая учеба. И все это на меня накопилось, и я не осознала момент переезда, и для меня это не была самой главной проблемой, именно одиночество и переезд. Поэтому я не застала, возможно, этот момент в самом начале, потому что я тогда не понимала, что и как вообще. Вообще, у переезда есть много стадий, и, наверное, самый лайтовый вариант переезда — это когда ты переезжаешь просто на другую квартиру, но в одном и том же городе. То есть ты живешь в Москве, к примеру, и твои родители тоже живут в Москве, но ты просто переезжаешь в свою квартиру какую-то или в съемную квартиру в этом же городе. Это лайф, это хорошо, потому что твои близкие друзья остаются рядом, у тебя будет какая-то поддержка и так далее. Сложнее, когда ты переезжаешь в другой город, твои родные остаются в другом городе. А еще хуже, когда ты переезжаешь в другую страну, там столько проблем, это просто кошмар. Я еще с таким не сталкивалась, но очень надеюсь, что я когда-нибудь столкнусь. Вообще, мне нравится то, что я живу одна, я, наверное, даже рада тому, что я переехала, это очень круто, это классно, потому что ты свободен. Я очень люблю одиночество, именно состояние покоя, когда ты находишься один, потому что многие люди путают одиночество с одинокостью, когда человек просто любит наслаждаться одиночеством, когда он любит быть один, ему кайфово от того, что он один, он находится сам с собой, со своими мыслями, и все круто. И есть поистине одинокие люди, у которых нету никого и ничего, когда ты по сути один, то есть у тебя нету близких, у тебя нету друзей, у тебя нету никого. Это гораздо страшнее, и многие люди путают эти термины. За эти 3 года я даже и становилась таким человеком, потому что многое ушло, также многое пришло, и да, но я не расстраиваюсь, также у вас есть я, поэтому если вдруг вы чувствуете себя очень одиноко, то пишите свои истории в комментариях или просто давайте общаться вместе в комментариях, и вы не одиноки, у вас есть я и этот мир, который даст вам любые возможности, которые вы хотите. Главное — уметь правильно все делать. Окей, ребята? Вообще, сепарация — это, конечно, сложно, но, наверное, не настолько сложно. Это не самый сложный этап в жизни, потому что помимо переезда и сепарации от родителей, либо просто сепарации вообще в этом мире, да, есть гораздо более серьезные проблемы, с которыми можно столкнуться. Я, конечно, никому не желаю серьезных проблем в жизни, но, знаете, это не самое серьезное, что может ждать нас на пути. Поначалу, да, вам может казаться, что это сложно, или вы можете бояться каких-либо проблем, потому что вы чего-то не знаете, но, камон, это жизнь, нужно учиться, потому что через познание, через уроки, через ошибки мы узнаем эту жизнь и поймем, что нужно, что не нужно. Нужно совершать ошибки, потому что только через них мы учимся. Это нормально, мы все живые люди, поэтому, камон, ребята, не нужно бояться, нужно действовать. Делайте все, что разрешено, не бойтесь. Я очень люблю этот вайб одиночества, и я не знаю, почему так получилось, но мои будни, которые я для вас сняла, я снимала их вечером или даже ночью. Не знаю, почему так получилось, но, может быть, мафия просыпается ночью. Окей. Я действительно больше активна, наверное, ночью, и, к сожалению, я
грешна тем, что у меня неправильный график. Я пытаюсь его иногда восстанавливать, у меня это получается, я его восстанавливаю, но потом у меня появляется какая-нибудь гиперфиксация на чем-либо. Сейчас, например, это игра Sims, в которой я зависаю по ночам, и поэтому я порчу себе режим. Да. Но если вы самостоятельный человек, в принципе, то для вас это не проблема, то вы сами справитесь с собой, окей? Есть люди, у которых просто нет возможности сепарироваться, либо переехать, и да, тут уже ничего не поделать. Эти люди, возможно, даже очень сильно хотят это сделать, но и надеюсь, что они стремятся к этому, потому что если вы просто хотите, но ничего не делаете, то вы ничего не достигнете. Поэтому вставай с дивана, зарабатывай деньги, чтобы хоп-хоп, чемоданчик и уехал. Проблема, которую я вывела для себя, это только то, что я иногда очень сильно затягиваю со своим одиночеством. Сейчас поясню, про что я говорю. Так как я уважаю свои личные границы и границы других людей, и люблю побыть одна, потому что когда ты один, твой внутренний я громче всего говорит. А это хорошо иногда побыть собой, послушать себя, познать себя, узнавать себя нужно, и познавать себя можно всю жизнь, и это хорошо, когда ты знаешь сам себя. Потому что ты — это самое ценное, что у тебя есть. Помни об этом. Но в моментах я очень сильно наваливала себя груз именно одинокой обстановки. Я сидела дома, я начинала прокрастинировать, деградировать, а это уже не то, что нам нужно, да, тут уже никакого познания нету, а просто сидела и ничего не делала, и, естественно, у меня начиналось вот это вот сожаление. Я загонялась по тому поводу, что я просто сижу и ничего не делаю, и, естественно, ловила себя на негативных эмоциях, мыслях и просто падала потом в какие-то некие депрессии. Плюс, конечно, другие проблемы, которые наваливались на меня, и все это вот так вот ручки, вот так вот они ручки скрепили, и все ко мне в мозг залезли. И, конечно, да, в такие моменты я чувствовала себя очень плохо, но я их проработала, до сих пор прорабатываю и разделяю время, когда я могу побыть одна, время, когда я позволяю себе ничего не делать, заниматься какими-то своими делами или просто деградировать, но важно эту деградацию контролировать и уметь ее перенести потом в реальный мир, то бишь пойти куда-нибудь гулять, общаться, общество. Общество, одиночество — эти вещи нужно совмещать, потому что если ты будешь находиться долго в обществе, по крайней мере, я говорю про себя, то я могу от этого устать, и у меня случится жесткое выгорание. Но если я буду постоянно одна, дома сидеть и деградировать, то у меня тоже может случиться жесткое выгорание. И я знаю, как это бывает в этом и в этом случае. И это не круто. Мне абсолютно не нравятся эти эмоции, потому что это может привести к плохим последствиям. Поэтому нужно уметь это все контролировать и плюс-минус совмещать. Это самое лучшее. В общем, если вдруг вы хотели переехать, то переезжайте. Это не так сложно. Всему можно научиться, тем более, если у вас есть стабильный доход или вы планируете пойти работать, то в целом дерзайте, я думаю, это круто. Жить одному — это не так страшно, к этому можно привыкнуть, если вдруг вы всегда жили с кем-то и боитесь именно одиночества. Я не боялась одиночества, потому что я в целом по жизни такая была одиночкой, и мне это нравится. То есть бывали, конечно, сложности, бывали моменты, когда ты думал, что все, я один, у меня никого нету, вот если со мной что случится, даже никто мне не поможет, но это проходит. Все становится хорошо, и я люблю свое место силы, я люблю свое личное пространство, в котором я могу быть какой захочу, без масок, без грима, абсолютно без всего, где я просто расслабляюсь и чувствую себя самым счастливым человеком на земле. Но давайте теперь посмотрим, как проходят мои будни. Продолжим. Мне очень нравится этот вайб, потому что благодаря этому ролику я опять начала готовить, потому что я не особо люблю готовку, но тут я решила поготовить, и мне понравился этот вайб, что ты можешь готовить что и когда ты хочешь, а потом помыть всю эту грязную посуду после готовки тоже, когда ты хочешь. И я считаю, что это вайб. Кстати, пишите в комментариях, что ваше самое нелюбимое в уборке по дому. Я ненавижу стирать. Я понимаю, что стирает, конечно, стиральная машина, но мне не нравится сам процесс именно потом вывешивать это все после стирки. Я не знаю, для меня это очень не круто. И мытье посуды. Две вещи, которые я бы никогда не хотела в своей жизни делать. И просто, я не знаю, мне это не нравится. Пишите в комментариях, что не нравится вам в уборке. Окей, я приготовила вот
такую вот запеканку из картошки и фарша. Я не уверена, что это получилось именно так, как должно быть, но это первый раз я готовлю это блюдо. Надеюсь, оно будет вкусным. Выглядит оно не очень, но пахнет оно очень вкусно. Ну и на этом все. Спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если вы хотите какую-то тему разобрать подробнее, или у вас есть какие-то вопросы, либо же переживания или истории, то делитесь ими в комментариях. Я была бы рада почитать ваши истории переездов, какие у вас были ощущения, мысли. Или, может быть, вы планируете переезжать, то я бы тоже хотела бы узнать об этом и почитать. Мне очень интересно, знаете ли. Ну а с вами была Лин. Любите жизнь, себя и котиков. И всем добра и позитива. Пока-пока.